Здравствуйте, дорогие друзья! Мы пришли в гости. Как тебя зовут? Никита. Никита. Он работает вместе со мной в одной компании. Сейчас с ним поговорим. Никитка, скажи, как долго ты в этой профессии именно дальнобойщиком работаешь? Устроился я 9 марта 2021 года. Устроился не просто так как отец сам работает с детства с машинами, с малых лет всегда нравилось путешествовать, с малых лет в кабине, и как бы передалось. Устроился я без опыта, отстажировали в компании, все, получил машину, на этой же машине я стажировался, эту же машину я принял, работаю один, сажаю подменных. То есть получается в 21 году, да, ты устроился? Да, в 20. Год, да, получается, ты работаешь? 9 марта у меня будет как год я работаю. А до этого? До этого нигде не работал никогда. Все, то есть отучился на права, пришел. Да. Как твои впечатления были, когда сам один поехал? Да нормально, я как бы ездил на грузовых машинах. Не ездил с 16-метровым прицепом, да, по Перевой было жутко. Все это дело привычки, учишься. Да, без косяков никак. Были косяки свои, которые исправили. А отец работает в этой же, да, компании? У Нет, нас нет. Отец работает не в этой компании, работает в другой компании в Московской. Я просто слышу, как бы мы общаемся, что встречаетесь там на дороге. Отец помогает? Да, Советует? советами, да. Иной раз и делом, так как мы по дорогам видимся, пересекаемся. Никита, есть у тебя семья? Нет, на данный момент я холостой. Ну, семья не только же жена. Семья есть, да. Это отец, мама, папа, да. сестры, братья. Нет, в семье я один. Отец, мать есть. Как маму звать? Маму зовут Елена, отца Владимир. Мама кем работает? Мама портная, на дому. О, классно, тебе чехлы шьет, нет? Нет, чехлы она мне не шьет. Она шьет одежду. Хорошо, тоже удобно, с твоим-то ростом. Никит, скажи, как твоя работа влияет на отношения в твоей семье? Работа как? Все Ну, поддерживают, родные и близкие. Это была моя мечта с малых лет. Все мы видели когда-то фильм «Дальнобойщик», который вышел в далеком 2000 где-то году. Это примерно мой ровесник фильма, так как мне самому сейчас 22 года. Будет 23, как раз когда я устроился в компанию. о чем ты мечтал в детстве? Ездить на большой машине. В принципе, вот она, моя мечта осуществилась. Так. Какие у тебя есть увлечения помимо автомобилей и дорог? До работы я занимался профессионально спортом. Получается, перед армией случилась травма. Сделали операцию некую. Со спортом пришлось завязать. Отслужил в армии, пришел. Поработал, потыкался, помыкался. Также продолжал заниматься спортом уже в зале непосредственно. И пошел все-таки работать на работу, на которую я хотел. А сейчас вот в дороге как ты вот себя зарядку делаешь, развиваешься? Спортом как занимаешься? Зарядку мы делаем, так как я работаю на шторке на 16-метровом прицепе. У нас есть ремни, есть конники. Полностью прицеп в нашем распоряжении. В планах есть купить гантели, положить в палетник и заниматься. Уже это летом. Чем бы ты занимался, если бы не эта работа? Наверное, все-таки это, скорее всего, автосервис какой-либо, механиком, перепродажа машин, чем бы в автосфере, чем бы занимался. То есть в автомобильной сфере? Да. Также я видел себя в спорте тренером, но потом как-то это все перешло на другой план. Никита, а отец на какой машине у тебя работает? Отец работает на данный момент на Ивеке Стралис с прицепом рефрижератор. Скажи, что такое для тебя поддержка и где ее можно брать? Поддержка для меня это родные, в первую очередь. Это отец, мать,
Они никогда не отвернутся. Никого ближе них нету. Никакой друг либо не заменит тебе отца. Это я понял уже с малых лет. Есть друзья у меня также лучшие. Дружба проявляется временем все-таки. Могу сказать так. Никит, какие личные качества помогают тебе в твоей работе? Качества помогают какие мне: усидчивость, трудоспособность, внимательность. В принципе, и все. А какие мешают? Ну, расхлябанность пришлось исключить достаточно давно, так как эта профессия не терпит расхлябанности. Здесь огромная ответственность на тебе лежит. В принципе, больше нет минусов. Нормально. Расскажи какой-нибудь забавный случай. Был у тебя за этот год работы? Да, закрывал машину. Получается, заправился, остановился на заправку плановую, заправил машину, вышел без ключа с кабины, кабина закрылась. Ну, пришлось открывать кабину. Открывается она достаточно непросто, но нашли способ открыть кабину. Как, расскажи. Достали из-под прицепа башмак. У нас так называемый бомбалюк есть. Это второй ящик, он, получается, находится сверху. Открываем бомбалюк, залазим через верх, так как в ящике у нас сверху идет крышка. Пришлось в ящик залезть, в крышку проникнуть, и мы проникаем в кабину и открываем дверь Ты сам лез? переднего колеса. Это было весело. Это очень было весело. Было лето, я вылез весь ободранный, но и другого выхода не было. Это еще не просто ведь, а тут лежит у нас матрас, его нужно было поднять. Да, Да. как правило, сиденье всегда у тебя поднято. Спят водители обычно с левой стороны, с водительской. Пришлось поднять матрас, пришлось поднять подушку, отодвинуть сиденье, ну и открыть дверь. Есть ли у тебя мечта? Мечта есть, да. Как тебе думается, удастся ее реализовать? Думаю, да, все получится, реализуем. Если не секрет, какая мечта? На данном этапе жизни подарить отцу новую машину. Ну, Никит, вопрос такой, в современной жизни он очень интересный. Что для тебя такое дружба и кто твои друзья? Друг — это тот человек, который тебя не бросит никогда в беде, поможет советом, выручит всегда в трудную минуту. Где бы он ни был, на каком-либо он расстоянии, он приедет, приползет, но он будет рядом с тобой, он всегда тебя выручит, в какой ни было ситуации. У тебя есть такие друзья? Да, у меня есть такой друг, он один, мы с ним очень долго лет дружим, с самого детства. Можешь ему привет передать? Влад, я тебе передаю огромный привет, ты все знаешь. Никит, что для тебя самое главное и ценное? Для меня ценно это семья моя. В принципе, ответ полный. Скажи, пожалуйста, что тебя оберегает в твоей работе, в дороге? Ну, мой ангел-хранитель, скорее всего, есть какой-либо. Были ситуации у меня разные. Из них было непросто, но мы выкручивались и выходили любыми путями. Никита, оставь напутствие, пожелание или совет для наших зрителей, для друзей, для дальнобойщиков всех. Совет новичкам, которые устраиваются, не бояться спрашивать совета у бывалых водителей. Учиться, всегда учиться и просто не бояться. Зима, у меня также это первая зима, просто надо себя вести аккуратнее. Всем хочу пожелать шершавой дорожки, фарту, берегите себя. Спасибо огромное. И тебе здоровья, фарта, удачи, ну и чистой, сухой дороги. Спасибо, что уделил время, которое нам всегда не хватает дороги. Давай, удачи тебе. Все, дядя Коля.